Приветствую, друзья! Продолжая линейку наушников SIMGOD EE500 и EVO100, логично было выпустить и некоторую усредненную версию. Базируется SIMGOD EVO200 на каком-то сверххитром 10-мм динамике, имеет высокую чувствительность, настройку по Harman 2016 года и какое-то просто фантастическое, как для своей цены, звучание. Все верно, сегодня подробно разберем еще одного убийцу бюджетного сегмента, у которого, кстати, почти получилось. Собственно, друзья, поехали! Коробка у новых SIMGOD выглядит максимально бюджетно, зато на нее нанесли заводской график АЧХ и перечень технических характеристик. Здесь стоит упомянуть тот самый хитрый 10-мм SCP динамик с импедансом 16 Ом и высокой чувствительностью в 126 дБ. В комплекте идет инструкция, простенький мешочек и набор самых дешевых силиконовых амбушюр. Кабель, хотя и выглядит солидно, однако по сопротивлению на каждый жил показал очень спорные 62 Ома. О чем нам это говорит? Ну, во-первых, что кабели насадки к ним лучше купить нормальные. А во-вторых, что вся стоимость модели ушла исключительно на звук, а это дорогого стоит. Сами чашечки, как и в 500-й версии, тяжеленькие, поскольку полностью сделаны из металла. С верхней и внутренней их части находятся компенсационные отверстия, там же средний по габаритам звуковод, а с обратной стороны абстрактная фигура с кучей надписей, выполненных предельно маленьким шрифтом. Смотрится это отлично, сидят наушники очень удобно, да и звукоизоляция у них шикарная. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартный, как по учебнику, импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,5%, что просто восхитительно. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 80 и 99 миллисекунд практически без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с пологим таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, легкий акцент на 5 кГц для имитации ушной раковины и еще один такой же амплитуды пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего идет узкая, но весьма ощутимая яма, призванная улучшить глубину сцены, и еще два акцента на 13 и 16 кГц, чтобы восприятие высоких частот было максимально естественным и комфортным. Отличная настройка, добавить здесь нечего. Напомню, это классическая кривая Harman 2016 года. Ну и для себя я сравнил стоковые амбушюры с KBR-07, с которыми гораздо лучше звук и, как видите, не такие резкие пики. Послушав EVO200 несколько дней, я, честно говоря, не мог сдержаться от восторженных эпитетов. Все бюджетные наушники на их фоне казались какими-то тусклыми и невнятными. Сейчас уже, конечно, мне понятно почему. Стилистически универсальная настройка и превосходный по характеристикам драйвер, дающий музыке просто потрясающую выразительность, разрешение, чуть ли не идеальную передачу эмоций и, что в данном сегменте еще большая редкость, протяженные и абсолютно беспроблемные верха. То есть без лишней колкости, грязи и сибилянтов. Слушается это реально крайне впечатляюще. Акустические струнные, сочные, такие духовые инструменты в них просто взрывают мозг. Однако меня не оставляла мысль, что где-то я уже подобное слышал, хотя и чуть по-другому приготовленное. Все верно, это старые добрые KZ DeFi. Вы только посмотрите, насколько у них совпадает настройка. Только у SIMGOD сильнее акцентирован крайне опасный для всяких шипящих и свистящих звуков диапазон от 4 до 7 кГц и куда выразительнее пики на высоких частотах. В остальном это, считай, братья-близнецы. На слух же DeFi мне показались более тугими, массивными, с чуть менее выраженной эмоциональной составляющей и спокойнее на самых верхах. Те самые звуки перкуссии, что очаровывают с первых нот, у КЗ отведены назад и лишены эдакого лоска. Кому-то это будет
будет плюс, поскольку звук менее яркий и не такой агрессивный, а кому-то минус, нет полного задора и подчеркнутой четкости. Впрочем, есть у них один и тот же нюанс. Это заметное такое разделение низких и средних частот. Обычно в этой зоне располагается ритм-секция гитар или нижняя грудная часть мужского вокала. Недостатком я это не назову, поскольку настройка почти на 100% соответствует так называемой Хармановской кривой, а при ее создании участвовали серьезные звукорежиссеры и довольно большая группа испытателей разных рас и возрастов. Говоря простым языком, это уже не баг, а фича. У массы наушников за $1000 все сделано точно так же. Стандарт, куда деваться. Еще EV200 могут похвастаться абсолютной неприхотливостью к источнику и жанровым предпочтением слушателя. Заведутся они от чего угодно и будут радовать своего владельца хоть роком, хоть академической музыкой. Главное, чтобы вы нормально относились к высоким частотам. Модель действительно ярковата, хотя и без явного перебора. В прямом сравнении с DeFi выбор всегда будет прост и очевиден и вовсе не в сторону КЗ. Хотя в защиту последних скажу, что по количеству акустической массы и инструментальной достоверности они таки впереди. Но EV200 эффектнее, и с этим ничего не поделать. Я бы тоже на них, друзья, купился. Если же кому напрочь сорвет крышу, и он решит, что данная модель легко может потягаться с топами, я вас успокою. Признаться, сначала я и сам так решил, но мои любимчики Yandean Moonlight расставили все по местам. Симгод сделали, конечно, прекрасную модель, но сильно выше головы она не прыгает. Хотя есть у меня подозрение, что с Moondrop Cut они будут плюс-минус на одном уровне, но это, друзья, лишь мои предположения. Сравнить их напрямую у меня, к сожалению, возможности нет. Разбирая по частотам, тут довольно ударный глубокий бас, чистенькая, выразительная и супер мелодичная серединка и просто залипательные верха. Согласен, не все то мед. В середине чуть-чуть не достает веса, а верха бы я слегка прибрал по амплитуде, но это больше придирки, так как все здесь в гармонии. Но как для своей цены, так это вообще, друзья, космос. Более того, даже оркестровая и другая мультиинструментальная музыка им оказалась по плечу. Не скажу, что все там по-взрослому, многовато лично для меня воздуха, но в глубину сцена рисуется прекрасно, все инструменты на своих местах, да и прорисовка у них очень достойная. Если 4000 рублей это все, что вы можете потратить на наушники, то даже думать не о чем. Лучше Симгод EV200 вы вряд ли найдете. Итогом динамические наушники Симгод EV200 прекрасно сидят, отлично выглядят, имеют терпимую комплектацию, шикарную настройку и просто превосходное, как для своей цены, звучание. Яркое, выразительное и до безумия музыкальное. Слушать их, друзья, одно удовольствие. Баса нам дали, так сказать, запасом, плюс он довольно-таки текстурный, с хорошей скоростью нарастания. Серединка своими эмоциями способна без преувеличения раскрыть любой сложности материал, а верха приятно так сдабривают все это переливами тарелочек и других перкуссионных инструментов. С данной моделью, уверен, многие получат вау-эффект, и это действительно настоящий бриллиант в своем ценовом сегменте. Однозначно могу их рекомендовать, крайне удачная модель. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Симгод EV200. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!